Так, ну вроде работает, не знаю. Ростелеком меня пытается что ли задушить. Почему-то битрейт сразу падает. Очень странно. Ну, ладно. Все, я все вижу, все слышу. Собственно, будем начинать. Валера, Барт, привет. Ладно, все, поехали. Здесь очень такой момент на кресло делается, потому что на самом деле довольно печальная ситуация. В том плане, что на этом кресле должен был сидеть Джобс, которого на следующий день, к сожалению, не станет. То есть эта презентация проводилась 4 октября, а он умер, получается, 5 октября. Вот такая неприятная ситуация. Немножко грустно, пока они еще об этом, естественно, не знают, еще день до этого. Доброе утро. Доброе утро. Это первый запуск продукта на посту SEO. Я думаю, вы знаете об этом. И приятно присоединиться к вам сегодня. Я люблю Apple. Я работаю почти 14 лет, и я очень рад работать здесь. Этот кампус второй дом уже, можно сказать, для многих из вас, поэтому мы пригласили вас домой. This room, Town Hall, has quite a history at Apple. Just 10 years ago, 10 лет назад мы запустили оригинальный iPod здесь. И это изменило путь, как мы слушаем музыку. И 1 год назад мы запустили новый MacBook Air, который изменил то, как люди воспринимают лэптопы, то есть ноутбуки. As we announce innovations from our mobile operating system to applications, to services, to hardware, and more importantly, the integration of all of these into a powerful yet simple and integrated experience. Ну, здесь он говорит о продуктах, о железе, о операционной системе, которые здесь запускались. Ну и сейчас будем начинать с некоторых обновлений. Будем говорить о магазинах. Теперь запускают 2 новых магазина, один в Гонконге, а второй в Шанхае. И они крутые. Этот магазин в Шанхае, в центре города, в центре района, где, получается, торговых центров, можно сказать так. Это самый большой магазин в Азии. Для сравнения, они, получается, запускали магазин в Лос-Анджелесе, и там не было столько посетителей, сколько здесь. Ну, вот это второй в Гонконге. Вид из Genius бара выходит там на город. Прекрасный вид.
And look at this. Ну и, конечно, Only крутая Apple стеклянная can do this. лестница. We also had a few people to share our opening with in Hong Kong. We sold more Macs on opening day in this store than we have in any other store in the world. Здесь больше всего маков продали, чем в любом другом магазине, получается, в самый первый день открытия. In our retail history. И бьют они рекорды Rather than в listen to me истории talk продаж. about this, I'd like to show you a short video И сейчас будем смотреть короткое видео для того, чтобы почувствовать around our retail. ту самую крутую энергию. Какой гигантский, огромный магазин. Он говорит, что много раз уже пересмотрел и еще бы столько же пересматривал. Они сейчас сделали вот 2 магазина в Китае и будут делать еще больше. Сейчас, ну, по крайней мере, в 2011 году, получается, было в 11 странах 357 магазинов. Ну, сейчас быстренько пробегутся по обновлениям всех продуктов. Macintosh, операционная система. Тогда еще это была OS X Lion, потом будет Maverick следующая. Но тут никаких обновлений по OS X Mavericks не будут, по Lion не будут показывать. Ну, здесь цитата какого-то Вольта Мосберга из Wall Street Journal, который сказал, что лучшая операционная система. Ну, это как обычно, тут ничего такого. И вот впервые, да, OS X Lion была доступна для загрузки через онлайн, через магазин, получается, в App Store. Типа это впервые. И они, получается, продали, ну, точнее, вот, дали установить 6 миллионов копий через интернет. То есть 80% вырос эти продажи на 80%. Ну, сейчас, насколько помню, будет сравнение с Windows 7, что вот ее установили за 20 недель, 10%. Вот OS X Lion за 10% за 2 недели всего. Ну, это, как обычно, мерение циферками, как и у всех. I assume you know about the new MacBook Air, that it's thin and light and beautiful and wicked fast. Our customers love it, and our competitors have been trying to copy it, but they're finding it's not so simple. Да, люди, компании, точнее, стараются копировать, но это не так просто. До сих пор, кстати, так никто хорошо и не скопировал. И вот здесь какой-то Эрик Малиновский сказал, который в Wired журнале работает, в издании, что я все-таки нашел лэптопную нирвану. Такое высказывание. MacBook Pro, который у меня был такой толстенький, и iMac тоже толстенький, тоже который у меня был. MacBook Pro
Вот самый продаваемый ноутбук в США получается. По крайней мере, в 2011 году. Ну вот, каждый год, получается, прирост составляет 23%. Тоже неплохие результаты по сравнению с PC, который всего 4%. Но там, по-моему, вот в этом десятилетии с 2011 года до 2020 Apple позиции все же потеряет по росту. И PC будет все равно обгонять, по-моему, местами. Ну вот, 60 миллионов пользователей, на железе, на которых установлен Mac. Ну, то есть это, соответственно, компьютеры Mac. Поскольку на Windows, на ПК железо нельзя Mac установить. По крайней мере, официально. И это даже запрещено законодательством в некоторых странах. И за это, по-моему, есть даже ответственность уголовная. Насколько могу знать. Ну вот 23% от рынка, получается, у них сейчас на рынке получается macOS, то есть продуктов Mac. Это Mac. Ну вот iTunes, который уже сейчас мертвый. В 2019 году они его убили. В 2001 запустили iPod, который сделал революцию во всей музыкальной индустрии. Возможно, возможно. Да, и теперь получается продукт, который помогает каждому из нас, потому что все музыку слушают. О, iPod Touch еще. Сейчас, конечно, iPod Nano 6G вон показали. Сейчас, конечно, уже никому не нужен, к сожалению или к счастью. Ну и iPod самый продаваемый музыкальный плеер в мире. 78% рынка портативных музыкальных плееров. Это сумасшедшие цифры, конечно. Но где сейчас этот iPod? 300 миллионов устройств, ну более 300 миллионов устройств продано с 2002 по 2011 год. Ну вот он говорит, что Sony, получается, понадобилось 40 лет для того, чтобы завоевать тоже 300 миллионов. Now, the MP3 market is a mature market, but this is still a large and iPod is still a large and important market for Apple. Он говорит, что еще важный, до сих пор является важным рынком. 45 миллионов устройств, получается, продали с июля 2010 по июнь 2011, то есть за год практически. И практически половина покупают впервые. То есть люди присоединяются к Apple, покупая эти устройства. Ну и сейчас про iTunes, опять же, который в 2020 году уже мертвый. Но в 2003 году его запустили, там баннерами, наверное, даже висит. Еще 50 Cent, Рианна, Beatles, Дэвид Гетта, вижу, Адель. Он сказал, что там слишком мало загрузок в 2003 было. Сейчас типа музыкальный 16 миллиардов, получается, песен продали за все время. И самый популярный магазин, получается, музыки. Цифровой, я так понимаю. Ну, iPhone 4. Пошутил он, что еще поговорим сегодня про iPhone. iPhone 4 в короткий промежуток времени, получается, половину
То есть вот сколько они продали в этот период, столько они всего всех айфонов еще предыдущий продали. То есть половина от всех проданных получается. Ну и рост 125% по сравнению с остальными, это 74% всех остальных смартфонов. Здесь сравнение какое-то Fortune 500, я не знаю, что это такое, это, видимо, издание какое-то. Это, наверное, уровень удовлетворенности 93% из 100, ну и номер один в пользовательской удовлетворенности. Тоже непонятно, это, по-моему, какая-то компания исследования эти проводит. Ну, что 70%, то есть очень удовлетворенно. Опять же, непонятно, вот какой-то Changeway, компания какая-то проводит исследования. Ну и сравнить можно как раз с другими. Да, вот JD Power дала награду самый. Самый большой уровень удовлетворенности. 5% рынка всего. По крайней мере, на тот процент. На то время, в 2011 году, сейчас, по-моему, уже где-то около половины рынка. We look at the entire market of handsets because we believe over time that all handsets become smartphones. Ну, он еще как раз говорит, что проблема с рынком в том, что еще присутствует много не смартфонов, то есть вот этих кнопочных телефонов простых. Поэтому это нормальная возможность для Apple завоевать рынок. Ну, что, собственно, потом произошло, что сейчас где-то половина рынка. Так, шутку пропустил. Ну да, вот он говорит, что еще поговорить сегодня про это, про iPhone. iPhone 4s представит. iPad 2. Молодая категория. Тогда его еще только запустили в 2011 году, в 2010 самый первый, получается, запустили. Ну, что тут опять покупатели любят, и тоже высокий уровень удовлетворенности. Планшеты в школе помогают детям в обучении. Помогать учителям и учителям учиться. In fact, every state in the U.S. now has an iPad pilot program or deployment going in place. Ну и вот они какие-то программы предоставляют. В каждом штате получается Apple Pilot, то есть предоставляют, видимо, эти планшеты, насколько я понимаю. So a kid can enjoy the iPad for the entire day. And it's not just happening in K-12. Higher ed is also doing this. Over about 1,000 universities across the U.S., ну, университеты, получается, тоже предоставляют. Like Stanford and Notre Dame, University of Pennsylvania, University of Chicago. Университет Чикаго, Пенсильвания, еще какой-то один назвал, я не понял какой. Вот, ну да. Пилоты пользуются. Да, то, что теперь они логбуки не носят, которые весят несколько килограмм, то есть огромные бумажные, а теперь пользуются просто планшетом. Ну, на самом деле, конечно, не так. Тоже там другие просто планшеты использовались. Ну и больницы, конечно, да. Are using them to access patient records, to review medical images, да, ну чтобы посмотреть медицинские фотографии, показатели и так далее. 80% топовых больниц, получается, тестируют,
эти And it планшеты doesn't сейчас. stop here. In fact, from the boardroom to the back room and everywhere in between, Ну, вот и в бизнесе, iPad да, is получается, showing up. используют тоже. Можно, And кстати, at this посмотреть сейчас старый point, дизайн and Фейсбука. this is a stunning number, 92% Ну вот опять же, of the Fortune Fortune 500, 500 какое-то companies издание оценивало are testing or 92%. deploying iPad. Рейтинг, наверное, This is in удовлетворенности. less than 18 months. It is unheard of. Да, за 2 года большой рост With the получается. momentum in consumer, in education, in enterprise, and 18 and месяцев, точнее он everywhere сказал. else, 2 года. iPad is the undisputed top-selling tablet in the world. Самый продаваемый планшет в мире. And despite iPad 2. everybody and their brother trying to compete with iPad, 3 out of the Сейчас 4. извиняюсь, секунду. Привет, скажи, есть ли смысл покупать за 20 тысяч MacBook Air 2010-13 просто для кодинга, серфинга, института? Или MacBook Pro 13 2012 за 30К? А ты не смотрел там, тебе кодинг, в смысле, на этом... Ой, господи, какая она программа-то там используется на macOS, я уже даже забыл, из головы вылетела. У тебя это все устанавливается, то есть он поддерживает там MacBook Air 2010 года, просто насколько я помню, что, наверное, вряд ли он Каталину поддерживает. Ну, в принципе, тебе должно, конечно, хватить. Если уж сильно прижмет, можешь... Ну, я имею в виду MacBook Air. Тут тебе только надо выбрать, тебе надо толстый брать или тонкий. Я вот тебе, видишь, с программированием не помогу, потому что там же мощность, по-моему, тоже задействуется неплохо. Python. Ну, в принципе, если на MacBook Air закинуть SSD, то я думаю, что, в принципе, должно хватить. Ну, прошка, она там... Игорь, привет. Если выбирать между ноутом с DNS за 30 и маком, ну, конечно, если так выбирать, то, конечно, Mac брать. Тем более, если у тебя такие простые задачи, то... Я говорю, если что, можешь просто SSD накинуть. А MacBook тот, там что, Core i5 идет, там, по-моему, двухъядерный, он, по-моему, со сниженным энергопотреблением, по-моему, на прошке немножко лучше процессор. Если тебе процессор немножко лучше... Да, привет, Игорь, привет. Я понял, что это ты. Если тебе процессор получше нужен, то лучше прошку, конечно, взять. На самом деле, она там не сильно толстая. То вот, в принципе, можешь взять. У меня, по крайней мере, прошка была, в принципе, нормально работала. Туда хотя бы можно оперативки накинуть, SSD-шник поменять, либо HDD-шник поставить. То есть, по-моему, на MacBook Air такого нельзя сделать. Ой, я не знаю, как тут модеры дают. Я сейчас с телефона не могу, я потом с компа зайду, и я сделаю тогда. Поэтому смотри, если хочешь еще маленько апгрейд, то бери за 30 тысяч прошку. Если хочешь тонкий, ну хотя 2010 года уж не. Короче, я прошку взял. Вот так вот, чисто мое мнение. Ладно, он там тоньше, но просто это Air самый старый. Ты, в принципе, за 30 можешь найти Air года. Мы в тот раз, так мы находили, 2012 или 2013. Да, пожалуйста, обращайся. Надеюсь, что помогу. Спасибо, спасибо. Я говорю, мы за 30-ку находили на 256 SSD MacBook Air, и он новый был, то есть там, я говорю, какой-то год 13-й, там 12-й вообще, там в идеальном состоянии, вообще классный вариант. Ну, лучше, конечно, прошку уж какую-нибудь на ретине взять, если потом денег подкопишь. Ладно, так продолжим. Да, 74% рынка это планшеты, iPad. Тоже какое-то издание IDC for US.
Да, покупатели не хотят планшета, не хотят iPad. Цитата какого-то Джона. Фамилию не успел посмотреть. iPadOS. Да, у меня рестрим на Twitch тоже идет, если там все хорошо. Ну и вот, получается, на 4 октября продали уже 250 000 iPad. iOS девайсов, вру, не iPad. Ну, тогда это была большая цифра. И сегодня мы перейдем на новый уровень. Заходи с Твича. Я там, правда, комменты, по-моему, не все могу читать, сейчас посмотрю. И сейчас зовут Скотта Форлстова, который потом, к сожалению, ушел. Жалко. После смерти Джобса. Ну, iOS, типа, самое... Самоустанов... Ну, 43% получается рынка занимается iOS. Это тогда было много, конечно, сейчас Android намного больше. И с браузера заходит 60% устройств на iOS. Сейчас, конечно, рынок Android намного больше, чем рынок iOS. Намного. В App Store уже 500 000 приложений. Сейчас, по-моему, там чуть ли не 1 миллиард, наверное, приложений, не знаю. Точные цифры уже не вспомню, конечно. Ну нет, наверное, 1 100 000, наверное. Ладно уж, миллиард загнул, конечно. Слишком много. Ну и тут Store самый продаваемый магазин приложений. 18 миллиардов загрузок. За сколько там, 3 или 4 года получается? 1 миллиард приложений устанавливают в месяц. О, вижу тебя. Все, вижу эти сообщения. И они выплатили $3 миллиарда разработчикам. Сейчас о приложении. Сейчас он будет рассказывать про приложение Cards. Я так и не понял, что это такое. Просто, что ты фотографируешь, создаешь письмо, и тебе его печатают и отправляют. Ну, я думаю, что сейчас это уже не работает, все, конечно. Какая-то, я не знаю, такая штука. Кому она нужна, вообще непонятно. Ну, это, кстати, сейчас, по-моему, есть в приложении, что там можно заказать, по-моему, в США печать фотографий. Встроено, по-моему, в приложение фото. Ну, я не знаю, у нас, конечно, такого не было никогда. Странная штука какая-то. What's really cool is if you mail it to an address in the United States, we'll add the U.S. Postal Service's intelligent mail barcode right down at the bottom, and that allows us to send you a push notification the day it's delivered. Ну да, и там информация о отправке, получается, придет на iPhone. Ну, сейчас, конечно, это тоже никому не нужно. Странная штука. iPhone 2G, да, я смотрел презентацию. Ну, это самый первый, получается, iPhone. Ну, стоил $3 по США и $5 по всему миру. Ну, давай дальше это. Это приложение пока ничего не значит. All of these other apps that Apple has, plus the more than 500,000 other incredible apps in the App Store. All right, let's talk about iOS 5.
Ну, те It was остальные just a места few от months приложения ago that we рассматривать. introduced iOS 5. Что, видимо, их просто And обновили, we've да, и вот already iOS seeded 5. more than 100,000 developers, and they love it. And they've given us such positive Показывали feedback. We 1000 can't wait to get it in разработчиков, и everyone всем она else's hands. понравилась. So let me quickly recap what comes in iOS 5. Да, сейчас будут говорить It про comes with more iCloud. than 200 new user На самом деле features. очень Let me интересно. just quickly recap А, 10 of the top ones. Starting да, with сейчас notifications. быстренько пробегутся. We have a То, great что solution for добавили notifications а, in iOS 5. уведомления, которых еще тогда в телефонах не было. Сейчас очень странно наблюдать, что что на телефоне ты можешь шторку сверху потянуть, и у тебя все уведомления будут. Раньше такого не было. Поэтому сейчас это презентуют даже. Да, и вот что на заблокированном экране были уведомления. Тогда этого раньше тоже не было. На свалке, что он рабочий был? Сообщение. Ну, iMessage. Ну, это получается бесплатный сервис отправки сообщений через интернет. Работает. И там даже логина, пароля нету. Ну, это такой месседж, это как WhatsApp, такой Viber. По-моему, еще тогда не было WhatsApp, а Viber. Может, был? Ну нет, хотя, по-моему, еще не было. Да, работает с 3G и Wi-Fi, но только через интернет. Ну, круто, поздравляю. Я, в принципе, хочу купить какой-нибудь третий для коллекции, так просто. Да, теперь приложение заметки, напоминания, которых тоже не было. Сейчас странно, конечно, это все смотреть, потому что такие простые приложения. Да. И самое интересное, что там добавили, получается, когда ты приходишь в какое-то место, может всплывать уведомление, то есть они по геолокации смотрят. Типа, например, поставил, что я прихожу в магазин, там геолокация такая-то, и он тебе будет показывать, например, список покупок. Ты 8-й iPhone нашел, неплохо. Ну и Twitter, типа. Тут ничего интересного там. Twitter с iPhone интегрировался раньше, сейчас потом они разругались. Сейчас вроде, в принципе, все нормально. И как 8-й iPhone работает, рассказывай. Ну и тут интеграция просто Twitter на самом деле не очень. Без пароля даже, ничего себе. Ну, тут приложение Newsstand, то есть, ну, киоск. У нас, по-моему, назывался, так они его не запустили, то есть тут газеты, получается, всякие разные. Работает там в Штатах и в Европе, в России так и не запустилось, кстати, до сих пор. До заводских настроек даже скинул, ничего себе. A new location in the App Store that gathers all of these subscription newspapers and magazines together, so it's easy to find them. And once you've subscribed, we place it in a single location right on your home screen. And я тебя по-настоящему обманул с айфоном, ты сделал видео. Как ты меня обманул с айфоном? The icon is set to the cover page, and it's ready for you to read. And that is Newsstand. Next up. Так, приложение камера. О, да, тут много прикольных штук будут показывать. Что с заблокированным экраном можно в приложение заходить. Раньше тоже такого не было. Ну и теперь можно на кнопку нажимать, типа будет фотографировать. Тоже такие простые вещи, которые, казалось бы, всегда были. Прям все просмотрел, красавчик. Ну да, и там распознавание лиц для того, чтобы лучше фокусироваться и настраивать экспозицию. Right on your iOS device as well.
Ну и редактирование фото, которое тоже, казалось бы, всегда было, но не всегда. До iOS 5 не было ничего такого. Какие больше всего видео понравились? Гейм-центр, которого сейчас тоже там так убили его. 67 миллионов людей пользуются гейм-центром. Ну, это получается такой аналог, как на PlayStation 3 был тогда на Xbox. Просто там всякие уведомления скапливались, друзья, типа ачивки всякие, ну, достижения. И в какие игры ваши друзья играют. Next up, Safari. Now, I showed you the stats earlier on how popular Safari is. And so we want to make it even better. And we've added a number of things. One is Reader. You see up top there's this new Reader button. О, красавчик, почистил. Что теперь чистый? А вот эта прикольная штука Reader. Типа в браузере нажимаешь кнопку, и он тебе все преобразует просто в белый лист и в текст с картинками. Вот это очень крутая штука. Чтобы просто читать, чтобы все лишнее выкинуть, всякие баннеры там и так далее. Вот это прям реально крутая штука. Можно где-нибудь в школе использовать, чтобы так нашел какую-нибудь презентацию или там что-нибудь и раз открыл. И никто сильно ничего не знает, кажется, что это просто белый лист с текстом, как будто ты сам накидал. Ну да, можно в reading list добавлять, чтобы потом читать. Теперь большой браузер в iPad. С вкладками, который тоже, казалось бы, всегда был, но на деле нет. Не было. Так, сообщение. We've added rich text formatting, so you can set bold, italic, underline, control the indentation, drag addresses between the to, CC, and BCC. You can flag messages. In addition to searching the from, to, and subject, you can now search the entire body of the message, including messages back on the server that aren't even on your iPhone. And for the iPad, we have a nice one where you can just swipe to get to the inbox very quickly in portrait and dismiss it. It's really nice. So some nice enhancements to mail. Next up is PC free. Now it used to be the case that to own an iOS device you had to own a computer. The first thing Ну I had to do теперь was iTunes plug не into a нужен, computer. получается. But we have a lot of customers, they just want to buy an iPhone or an iPad as their only device. Да, раньше, чтобы активировать iPhone, сам первый раз после покупки, надо было подключать его к компу. А вот теперь с iOS 5 типа можно по Wi-Fi подключиться. Тоже раньше не было такого, казалось бы. Блин, всегда было, но на деле нет, конечно. And so now you can stay up to date on the most recent software without using a computer. You do it all wirelessly. And that is PC free. And again, these are just 10 of the more than 200 new features that come with iOS 5. iOS 5 will support the iPhone 3GS, Ну, еще там другие функции, что он не стал даже на этом останавливаться. И получается устанавливается на iPhone 4, 3GS, 2 iPad, второй iPad и iPad. Первый. И бесплатно она. Про PlayStation 4, ну круто. Зал такой маленький. А, вот, да, сейчас про iCloud будут рассказывать. Фишка, которая до сих пор доминирует. Ну, хоть в Android сейчас добавили практически все оттуда. Ну да, это система, где автоматически типа все переносится между всеми девайсами. Типа между Mac'ом, iPad'ом, iPhone'ом. Типа сделал фотку на iPhone, и все автоматически разлетелось везде. Да, что это просто работает, ничего не надо там делать, никуда не пересылать, просто сфотал, и оно там само все это делает. Да, и вот сейчас про iTunes будет говорить.
что как песни будут все в одной библиотеке. Тоже, казалось бы, такая простая функция, но того не было. Well, now, when I'm on my iPad in the iTunes Store, I'm looking at the Beatles One album, and I buy it. Ну вот покупаешь альбом, начинает скачиваться на планшет, и в то же время скачивается на телефон, и тут же на комп. Простая такая штука. But what if I want to listen to a song on my iPhone that I previously purchased on iTunes, but it's not on this device? Well, I can go to the new purchased area in the iTunes Store, ну, говорю, что если я купил песню, получается, послушал ее, а та не перенеслась, допустим, на телефон, просто нажимаешь на покупки, и можно скачать. И все это бесплатно. Типа ты один раз покупаешь, а на все девайсы качаешь. Типа не надо каждый раз платить на каждом девайсе. Ну и также на Apple TV. Типа купил киношку на телефоне и смотри где хочешь, хоть на планшете, хоть на Apple TV, хоть на других телефонах на своих. Ну вот тут функция вот эта. Фотопоток она, по-моему, называлась. Да, что делаешь фотографии, и автоматически она перемещается на iPad. Ну вот фотострим называлась, у нас-то фотопоток, по-моему, называлась. Интересная такая штука. Ну, правда, надо сказать, что какое-то время надо, чтобы все же она по Wi-Fi загрузилась. Или по 3G, по 4G. И документы. Да. Apple хорошо, потому что у них свои приложения есть, как Word, Excel, там PowerPoint, у них там Pages, Numbers и Keynote, и поэтому у них типа документ редактируешь, и все тоже разлетается сразу. Да, это круто. Футбол? Нет, что-то не смотрю. Я по баскетболу больше. Ну вот API получается для работы приложений. Получается. Предоставляет разработчикам они. И бесплатное обновление сейчас. Сейчас тоже это все обычно, а раньше там, что типа какие-то приложения бесплатно обновляются, типа всегда говорили, сейчас-то кажется, типа чё, за обновление приложений платить, но раньше там приходилось иногда платить. Ну, говорит, что музыку покупаешь, и на все устройства разлетается. А, да. И самое главное, что приложение покупаешь, и тоже все разлетается без дополнительной платы. Также книги. А вот бэкап. Самая офигенная функция, когда у тебя есть телефон, на андроиде, по-моему, сейчас, ну хотя не, по-моему, появилось такое, когда ты, ну и контакты, вот, что тоже все переносится, бэкап, типа, потерял iPhone, и можно тут же восстановить полностью. Все приложения, все точно такое же восстановится. Ну, календарь тоже. Mail. You get an ad-free me.com mail account that pushes mail to all of your devices. Find My iPhone is also a part of iCloud. Почта, там простое. И Find My iPhone, найти мой iPhone. Your iPad and your iPod Touch. And now, да, что помогает искать. Даже Маки. Now, Find My iPhone тоже обычное приложение, уже стандарт. But what if you could find your family and friends? Да, помогает найти друзей. Вот сейчас интересно будет.
Find My Friends приложение, типа найти моих друзей. Да, у тебя будет лист с твоими друзьями, будет показываться расстояние до них. Да, и он сейчас шутку пошутит, что он за детьми так следит, что в школе они или нет. Да, что вот я могу видеть, что мой сын сегодня в школе. Говорит, что надеюсь, что это он. Да, Siri в 4S появился. Ну, сейчас будут рассказывать про это все. Вот это прикольно тоже, то, что можно поделиться местоположением в определенное время. Типа, вы такие договорились, мы там встретимся на пляже. И вот и там показывается, где они находятся, чтобы ты их мог найти. Но мы как-то по старинке обычно созваниваемся и говорим, где мы конкретно находимся. Сильно, конечно, этим не пользуемся. Но пару раз, по-моему, я бывшую свою девушку отслеживал по такой штуке. Ну вот он говорит, да, опять про родительский контроль, что невозможно детям отключать эту функцию, если у вас там родительский контроль установлен. Ну, iCloud бесплатен. Да, безлимитное хранилище для музыки, ТВ-шоу и так далее. А вот 5 гигов за сообщения, там, документы и так далее. Ну, оно и сейчас тоже там каких-то денег стоит. Я, по-моему, тоже в месяц там что-то 100 рублей или что-то такое даю. Кушаешь банан, ну, приятного аппетита. Ну, сейчас он будет говорить про iTunes Match. Не знаю, кто-то... Я не пользовался лично. В iTunes какая прикольная штука, что ты... Ну, раньше, по крайней мере, была. Типа, ты покупаешь диск, вставляешь его в комп, он автоматически тебе в библиотеку, точнее, это закидывает этот диск, типа, абсолютно бесплатно. Вот. Либо на комп сохраняет. Вот тут вот это iTunes Match, который теперь будет, типа, на все девайсы раскидывать. Типа, ты с диска скопировал, на комп установил свой диск и там, типа, перекидывать. Но как-то, я не знаю, я этого не застал. Я дисками не пользовался с музыкой. Да, вот это iTunes Match. Ну, это какая-то платная подписка. Я, насколько помню, Высоком говорил, что он пользуется. И что-то в год там сколько-то платил, там что-то 1500, что ли, тысячи рублей. Ну и даже плейлисты, получается. Плейлисты, точнее, тоже будут автоматически обновляться. Прикольная штука тоже. Но сейчас ее, конечно, тоже убили, потому что Apple Music есть. Типа вся абсолютно музыка, грубо говоря, которая в мире выходит. Зачем сейчас эта штука с копированием с дисков? Нет, $25 в год. Это что у нас получается? 6 на 2, 12. Ну да, примерно то и выходит 1500 в год. В принципе, не так дорого. iTunes in the cloud, photo stream, documents in the cloud, apps, books, find my iPhone, ну, все опять повторяет, что во всех этих приложениях поддержка iCloud. iCloud will ship on October 12th, the same day as iOS 5. iTunes Match ships at the end of the month in the US, and we're working very hard to add additional countries before the end of the year. And we've created a short video that shows how iCloud makes your life easier every day. And I'd like to show it to you now. Смотрим. With iCloud, when you buy a song on one device, it instantly iCloud, downloads если ты to all your покупаешь others. песню на одном девайсе, они автоматически перелетают на другие. Take a picture here, Делаешь фотографию it здесь, shows up there. и они показываются в другом месте.
Ладно, не буду так Start a переводить. project in one place and pick up right where you left off in Опять все то another. же самое рассказывают, что делаешь документы и Capture the moment в here одном месте, потом продолжаешь в другом. and it's waiting for you there. Ну, прикольно. Make a change on this and it updates on that. And with iCloud, it all works automatically and wirelessly. So you always Ну, have типа the все things you want автоматически, все без проводов. exactly where you want them. Что это за песня у меня тут? Надо будет потом альбом посмотреть. So that's iCloud, and I'd like to ask Phil Schiller to please join us here. Фил Шиллер. Well, good morning, everyone. Доброе I'm утро really всем. pleased to talk to you about the iPod. Сейчас And про we iPod started the будет iPod говорить. simply because we love music. And that hasn't Ну, iPod stopped. Nano. We still love music. Вот And этот, we're который с still квадратным making экраном, great вообще классный у iPods. меня In был. fact, it's the best lineup we've ever made. Как часы носил. The Shuffle, the Nano, the iPod Слева iPod Touch. Shuffle, So I'd like to give iPod you Nano updates 6 to two of those lines и iPod today. Touch. First, iPod Nano. Just last year, we introduced В последнем году мы an all-new представили iPod Nano. And it's a полностью really новый fun way iPod to enjoy Nano. your music wherever you are. Да, самый And customers love it for крутой its compact способ design, прослушивания its музыки. multi-touch display, Компактный дизайн, its мультитач built-in volume дисплей, buttons and a clip so you can wear it кнопки wherever you go. громкости, клипса вот It это. has a Прикольно. pedometer and even a Прикольная built-in клипса, FM чтобы radio. цепить на So одежду. we've added some updates Шагомер this year. и FM-радио. First, with this multi-touch display, we decided to Ну, make it дисплей even прикольный easier был, да. to navigate. And so now you can display big, beautiful icons for all of the features on it and just Да, там swipe прикольно, between там them было with your эти иконки finger. перелистывать. Between the radio, Вообще the clock, интересно. the fitness application, it's really simple. And fitness, of course, is one of the most popular uses for the Nano. Ну, для You can use it фитнеса when you go to the использовали. gym, Там, when правда, you go on неудобно, those что walks. Bluetooth не A было, lot и of people like to типа, run чтобы with вот their эти iPod всякие свои Nano. тренировки скидывать, So we've приходилось использовать improved the iTunes, fitness подключать к experience as компу. well. Это, конечно, Now, очень right out of the неудобно. box, with the iPod Nano, you can Да, go там on not приложение only вот a это для walk, фитнеса but a было run Nike. as well, without adding any extra Ну, кстати, sensors or неплохо, по-моему, devices шаги считала. right out of the box. You go for your run, you come back, you plug your Nano into your Mac or PC, and you can upload all the data about your Ну, run вот что right up подключаешь, он onto Nike на Plus's сайт Nike website закидывает, and track all of your runs over time, чтобы следить за look for тренировками. achievements, compete with friends. It's a really Да, и great вот way to про get fit. родительный Apple So Watch that's one of the всяких really great uses of an iPod Nano. ачивментов, наград There's a really за cool use тренировки that some people have created и all on their own. дистанции и так далее. Without us doing this, they Это еще с created a самого market начала вот of это всякое accessories like фитнес. watch bands Да-да-да, вот to make this watch you рассказывают can wear про that's an iPod то, Nano. что It has all your music in it and of course tells time. And we thought that не was ожидали, really что fun. будут We see this использовать around как the часы и world. делать ремешки, So with типа the очень updated Nano, прикольно. we've added in the Типа они даже software не some new задумывались clock над этим, faces to make it fun for что люди people who like начнут to wear it as a использовать как watch. часы, и Why not, поэтому right? они So добавили here's one. This is a classic, great, циферблаты. beautiful watch with Roman numerals, or maybe you want a retro LED style watch on your wrist. A watch with some really cool complications. Там еще прикольно было переворачивать экран, там же нету гироскопа, и ты, получается, так пальцами And then this is really перекручиваешь, fun. We've и worked экран with good partners at переворачивается. Disney on Прикольная some штука вообще. characters you can have in your watch. So if you want a Mickey Mouse Да, watch, Mickey Mouse. you can now get one. Yeah. Потом его в Apple Watch еще Yes, добавили. the arms move to keep track with time, or Да, get Minnie и Mouse as Мини well. Маус so it's really с cool. руками, The которые iPod Nano стрелки comes in показывают. 7 gorgeous colors. It's been priced for 8 149 gigabytes at баксов. 149 and 16 Дороговато, gigabytes конечно. at 179. Well, now Ну, хотя в the то iPod время что Nano там, is 3000 рублей. 149 for 16 gigs and 129 for 8 3,5 gigs. тысячи, грубо Making говоря, it the рублей. most affordable Nano we've ever had. Да. So that Nano is available today. Потом они седьмой Next, iPod сделают, iPod надо. Touch. Он такой стрёмный был, капец. You heard earlier, the iPod Мне Touch вообще is не now the понравился most с кнопкой. popular iPod. Ну вот, And iPod it's no Touch. surprise that it's so incredible.
It's amazingly thin. It's got that beautiful retina display. Ультратонкий, с ретиной There's дисплеем, FaceTime video с calling. FaceTime камерой, You do HD video with the built-in HD camera. There's видео gyros, all those great apps и and games you гироскоп. Ну, это download. получается Amazing в то gameplay. время In как бы fact, not only is таким it the был most самым popular игровым music player in the девайсом. Сейчас world, как бы we're just so айфоны proud that покупают it's для now того, become чтобы the играть. most Да, вот он и popular говорит, что portable самый game player as well. популярный It really is a портативный great игровой device. Of девайс, course, it's going to now run чтобы играть. iOS 5 and all those great things that Scott talked to you Я не about. знаю, они задумывались над этим, что будут использовать iPod как игровой девайс, Some of them make чтобы в игры amazing играть. Но я помню, sense раньше on an постоянно iPod там Touch. If you think about it, в for магазин example, зайдешь iMessage. какой-нибудь, и там постоянно на iPod Touch iPod isn't a куча phone, игр it doesn't have установлено text было. messaging. But now with iMessage, you can communicate with your friends and family who are also using iMessage. Ну и You can месседж. text, you can Типа send теперь можно photos, даже you can take сообщения videos отправлять, and хотя send them там along, you can send симку your нельзя location. вставить. And parents like И it там нет GSM because on модуля. Wi-Fi it's free and И unlimited. по Wi-Fi типа можно сообщения закидывать. And we said it's the most Ну и popular Game portable Center. gaming device. So of course the things Scott talked to you about Game Center make perfect sense. Now you can discover new friends, you can find new games to play and download them and Жалко, challenge each конечно, other. что у меня не It is было такого perfect iPod'а. for this great mobile gaming device. Я бы, наверное, So играл там iOS 5 постоянно. is a tremendous upgrade for the iPod Touch. And so is iCloud. Ну и iCloud, да, Think of про all those который things, Scott, говорили. that Eddie talked to you about iCloud. They're even more Сейчас, powerful when по-моему, you think about it on iPod Touch. на iPhone Now, 4s wherever должно you уже are, перейти. this amazingly thin iPod can have access to all of your music, all of your books, all of your documents, all the TV shows you want to watch. Раньше You can такой get сейчас access to маленький, all of them конечно, right in your кажется. iPod Touch. So the Но iPod раньше Touch казался now comes with огромным. iOS 5 and iCloud. Huge things in their own right. In addition, comes in both black and now white as well. Ну и Brand теперь new типа white белый version. цвет еще. And it's gorgeous. Раньше не было, видимо. The iPod Touch has been priced at $229 for an 8 gigabyte version. Стоил $200. Well, now it's going to be $199, a key price point. For a 8 32 гигов, gigabyte капец, version, так it's мало вообще. $299. For a 64 gigabyte version, $399. And this will be available when iOS 5 ships on October 12th. So going into the Да, я holiday вижу, что season, ты this is the здесь. lineup. And you look at it, it's a great lineup with perfect price points. Ты с двух The аккаунтов, iPod что ли, Shuffle for смотришь? just $49. The iPod Nano starting at $129. The iPod Touch at $199. Really, something great at every price point. Ну, под for шафу anyone who loves прикольно. Блин, music. только 2 гига. Капец. So that's iPod and the iPod lineup. We love music. Ну давай We'll уже. continue making the world's best music. iPhone, давай, давай. Next, iPhone. Все, iPhone, все. As you know, last year we В прошлом introduced году мы iPhone 4, представили iPhone 4. and it's a breakthrough phone. And despite competitors trying really hard to copy it, they really Он haven't говорит, come что close to anything nearly as good. It's другие got that компании beautiful retina пытаются display, скопировать, но это очень glass сложно. front, all glass back, the revolutionary stainless steel bands that create the antenna system and make it the Революционная thinnest система антенн вот smartphone. этих, на самом деле реально крутая. As Вот, you've да. heard, it's the То есть number one эти smartphone in the железные world основания and по number one in бокам. customer satisfaction. So people have been wondering, Крутая штука. how do you follow up Интересно hit придумано, products что это как антенна. like the iPhone 4? Ну и все, Well, сейчас I'm really iPhone pleased to tell you 4s. today all about the brand new iPhone 4S. iPhone 4s. Of course, it starts with the Retina display. Of course, it's glass in the front and back. Ну, сейчас говорит, and has что, that incredible конечно, stainless steel band оставили around такой it, же making it the дизайн, thinnest тот же smartphone. экран, Retina дисплей. But don't be deceived, because inside it is all new. Да, и говорит, что но внутри So how's он it different? абсолютно новый. First, И сейчас, there's a new во-первых, chip inside. да, новый The процессор A5 chip Apple that опять, we launched just this year in the iPad 2 который is now показали making в its way iPad 2. into the iPhone. Кстати, интересно, This is an что на этом Apple чипе design chip работает Siri на That's iPhone remarkable. 4s, It's a но на этом dual-core же чипе processor. на iPad 2 Siri не работает. Delivers Странная performance вообще that's up фигня. to twice as fast at CPU tasks. It's also dual-core graphics. Да, двухъядерная which means графика, the ну, по-моему, graphics can процессор be up to двухъядерный 7 тоже. times faster than they were in the previous И iPhone. графика в 7 раз This is going to быстрее, help чем на across iPhone all the 4. kinds of applications you might use. But one area that we really see it scream is Да, on вот они games. показали первый What двухъядерный developers процессор, can а do with gameplay. 2 ядра, по-моему, Phone останутся до will be 7-го remarkable. айфона. Только в To 7-м show you айфоне 4 ядра just what that can появится. be like, I'm really proud to invite up the president of Epic Games, Mike Happ, to show you something
Во, сейчас президент Epic Games. Те чуваки, которые сделали сейчас Fortnite. Ну, тогда еще, конечно, не делали Fortnite. И магазина приложений... Ой, магазина игр не было этого Epic Games. Сейчас он какую-то игру, по-моему, Infinity Blade будет показывать. На самом деле, чувак прикольный, он такой, прям харизматичный. Можно посмотреть, как он разговаривает. Our next iOS exclusive that leverages that A5 chip, Infinity Blade 2. Donald? Да, Infinity Blade 2. Today we're going to show you visuals like you've never seen before on a Да, и handheld вот он device. говорит, что графика, которую вы никогда не видели. Но сейчас, конечно, это смешно все смотрится. Графика, конечно, такая себе. По крайней мере, сейчас раньше, конечно, круто казалось. We join our hero Cyrus as he embarks on his journey to find the Worker of Secrets, the legendary creator of the Infinity Blade. His goal is to get him to join him in his quest to track down and destroy the Deathless. So these light shafts coming through the door are called dynamic light rays, or God rays. This is tech we only recently added to our engine and showed for the first time in our other hit game, Gears of War 3. And it's Ну, already вот он running про on this лучи amazing говорит, device. что мы там самые крутые лучи сделали на этом процессоре. Не знаю, на самом деле сложно комментировать, потому что графика, ну, правда, плохая. Но сейчас кажется, да, вот он говорит, что вот эти вот летающие всякие штучки, что это круто вообще выглядит так. Так, что-то шутку какую-то пропустили. А, он что говорит, там в пруду плавает. Ну, посмотрите, как красиво. Реалистичный, иммерсивный ворд. Реалистичный мир. Including the ability to customize your own weapons. Now that guy looks pretty scary, so I'm going to use another new feature. The option to use 2 swords. Говорит, что теперь можно 2 меча использовать. Ну, такой прикольный на самом деле. Я, кстати, ни разу не играл. Конец практически, конец чего? While this Titan's vulnerable, he's tapping these attack points to unleash a flurry of blows. But it looks like all you've done is upset him, Don. You're in trouble now. У тебя проблемы. I think I got this. Actually, maybe I don't. I don't know. Ну что, он его победит, нет? По пузу. Все, победил. That's what I get for doubting you, sir. Infinity Blade 2 is going to bring these eye-melting graphics, online social challenges, dozens of new enemies, hundreds of new weapons, and it only going to run like this on an Ну, iPhone говорит, что 4S. более 100 новых оружий. Because it's awesome. Че. Ну, блин, я говорю, чувак вообще New прикольный. weapons, and it only going to run like this on an iPhone 4S. А, Why? Because it's awesome. говорит, что круто выглядит на iPhone. А, она доступна только на iPhone 4S, потому что она крутая. Антон, привет. Да, и вот он кричит уже, там ушли они из зала, забыли сказать, что в декабре будет доступно. Он говорит, что он сказал, что киллеры про них, что ли? And all its capabilities. Now, you would think if you put a processor that powerful inside a super thin phone, one of the things you're going to trade off is battery life. But the hardware and software teams have worked really hard Так, что про to get батарею? industry-leading battery life as well. For the first time in an iPhone, 8 часов разговора. Ну, батарейка на самом деле в iPhone 4S такая себе была. В принципе, во всех айфонах, кроме там 6, 6 плюс, батарейки такие себе были, потому что телефоны маленькие, и все равно как-то. Да. Время работы, конечно, такое себе вообще. Но он говорит, что крутая батарея.
that A5 chip, incredible performance, and great battery life. Second, the wireless system. Беспроводная система. The iPhone, we've revolutionized Да, with сейчас он stainless будет steel band рассказывать. made up of two Ностальгия, antennas не on the говори. outside that make the phone even thinner. And our engineering team has worked really hard at У advancing this меня, state of the короче, art with something new. журнал раньше They've выходил done something связной. really Я его technically постоянно брал в amazing. магазине It's never been связном. done in a phone И before. у меня, To короче, now дома intelligently я взял, switch вырезал between the iPhone, two там antennas for both характеристики, там transmit and такая receive. страница большая была And it's со never been всякими done. And this наворотами. works Короче, я even while вырезал you're это on a все call and и switch наклеил between the себе на antennas такую, to make на бумажку, even короче, и better call повешал у себя quality. дома. That's Типа the new мечтал antenna iPhone system. 4s. But it isn't just better in Но iPhone improving your 4s call на quality, самом it's деле в also то время, конечно, faster очень too. крутой был. You can now download data Да, twice вот он as fast. сейчас рассказывает So про what does that антенны. Well, Там же previously, проблема the с антенной iPhone 4 были can на iPhone 4, upload потому data что когда его with its сжимаешь, theoretical maximum ты performance, as we always блокируешь quote, доступ. 5.8 megabits per second up and 7.2 И down. вот он говорит, что And now with the new сейчас iPhone цифры 4S, выросли that практически doubles в to 2 up to раза, потому что они батарею 14.4 megabits per изменили. second Ой, down. батарею, антенну Now, if you изменили. follow the phone industry, these numbers might sound familiar. 5.8 up, 14.4 down. Where have I heard that before? Well, this is what the majority of our competitors Ну claim вот он when they сравнивает talk с about 4G 4G performance. The на Motorola других Atrix телефонах, 4G, the LG Thrill что теперь, 4G, the как у HTC всех, Inspire 4G, раньше, they put видимо, it in their names. iPhone даже We're не not going to доставал get до into других debate in the телефонов. industry of what 4G телефонов. what is. We leave that to others to talk about. What's most Тогда еще, important, получается, вот when it в comes to iPhone 4 real-world 4G performance, представили. the iPhone 4S is just as fast as all these phones. In fact, we think with some of our software enhancements, it's even faster in real-world use. So that's performance. Next, a world phone. Вот, да. If you know about these technologies, you know that the iPhone Говорит о 4 came in стандартах, 2 то, что flavors, существует GSM и GSM and CDMA. CDMA. В Штатах, по-моему, CDMA работает, а в Европе, по-моему, GSM. Соответственно, у нас тоже GSM. Да, и раньше приходилось использовать 2 разных телефона для этих сетей. И сейчас он будет говорить, что теперь в любых сетях работает. Да, и говорит, что теперь, когда путешествует, не будет возникать проблем. Да, и вот новая антенная система. В 2 раза быстрее скачивания. Так, сейчас про камеру. Ну, тут, по-моему, Full HD же только добавили. Там сильно-то ничего. Подтянули маленько. Вот да, что iPhone 4 самая популярная камера. Ну, тут приводится сайт Flickr. Не знаю, там, доверять ему или не доверять, но... Такой довольно популярный сайт, насколько я знаю. We didn't set our sights on just making it better than every other phone. We've already done that. We set our sights on competing with the quality of many great point-and-shoot cameras. So it Ну, really говорит, is что the качество one уже camera you want to have сравнимо with you all the time. с So what's this цифровыми new camera мыльницами. inside the iPhone 4S like? Well, let me tell you all about it. First, it starts with a new sensor, an 8-мегапиксельный 8-megapixel сенсор. sensor. И This вот lets you сейчас take Samsung уже photos представили that со are 108 3264 мегапикселями. by 2448. В 2020 году 10 лет прошло уже. Какой скачок огромный. Ну, конечно, в iPhone не будет никогда 108 мегапикселей. Не, ну, может, потом через лет 10. Now, if you know about digital camera sensors, you know the more pixels you pack in, it doesn't actually make a picture better. That'll make a picture worse, unless you do something really smart. And our team has done that. Ну, он говорит, что пиксель не совсем важно, важна их плотность для лучшего качества. Да, что обработка очень важна. Да, сенсор на 73% ярче и, блин, на 33% быстрее захват кадра. Новый инфракрасный фильтр. Да, лучшая цветовая аккуратность.
And one of the most important elements of a great camera system is the optics. And here Да, we've 5 really gone линз. overboard. We have an amazing Дофигища lens линз. system. 5 Apple designed Которые, custom насколько lenses помню, Sony, to кстати, a 4 предоставляет iPhone айфону. 4. This Apple, allows us to точнее, make an even sharper до picture, сих пор. 30% sharper. And the lens opening is now a really wide f2.4. Now, for those of you who know about cameras, know compared to most point and shoots, that's a very wide open апертура lens 2.4. aperture. It means you can let in more light, better low light performance. Чтобы больше света попадало. That's a lot on the camera itself. But it doesn't stop with the camera because we use some really smart algorithms inside the iPhone 4S. We use that A5 chip to do some incredible stuff. For example, I left out one important thing. So there's one part of the Что-то A5 он we haven't told you пропустил, about. говорит. Inside the A5 is an Apple-designed image signal processor too. А, вот он говорит, что да, теперь процессор помогает обработке фотографий. Что раньше тоже такого не было. Теперь 4S процессор даже помогает обработке фотографий. Потом, по-моему, они уже будут приделывать другой процессор, чтобы обрабатывал. Да, и face detection, то есть определение лица для того, чтобы лучше выстраивать фокусировку и со светом работать. Экспозицию, чтобы правильно выстраивать. Да, я вижу что-то здесь. Да, сейчас такое сравнение, что типа время до первого снимка с момента поднятия, я так понимаю, телефона. Да, что вот за 1 секунду можно сфотографировать типа быстрее всех. Интересное сравнение такое. Не знаю, сложно на самом деле, конечно, верить. The other guy's 2 to 3 seconds, 2 to 3 times longer. And I don't know what Droid Bionic customers have to do between taking pictures, like go get coffee. Так, шутку пропустили. Longer. And I don't know what Droid Bionic customers have to do between taking pictures, like go get coffee. Он пошутил, говорит, на андроиде, говорит, не знаю, как они делают фотографии, типа, я за это время сходил бы, попил кофе. All that matters is, can I take great pictures? So what I'm going to do next is show you some pictures that we've taken with the iPhone 4S. Ну, сейчас будут фотографии These are показывать. exactly as they've come off the iPhone 4S. We've not manipulated and enhanced or done anything with these photos. So here's a beautiful landscape Ну, shot. типичные айфоновские снимки. Не выжженные, такие немножко бледные. Some hot air balloons going up, and you see that Самое главное, dynamic что range of показывают color, how настоящие vibrant those снимки, colors are. а не как Microsoft со своей Lumia, когда они снимали на огромную редовскую камеру. Amazing auto white balance. Там видно прям You качество also take видео macro photos, слишком you can tap on крутое. something close up. Check this out. This А тут squirrel. видно, что, You can see the hairs конечно, on the сейчас nose уже of the плоховастенько squirrel. Do you know how выглядят, hard it но is в to то get a время, squirrel to конечно, stand это... still? Так. Hairs on the nose of the squirrel. And do you know how hard it is to get a squirrel to stand still? А, ну вот он говорит, что сложно такой кадр сфотографировать, конечно, ну да. This is a great shot to show color uniformity and the lack of distortion from corner to corner Ну, of the говорит, photo. что от края до Really края, great типа, sense of a really хорошая great lens. дисторшн, то есть Great range of color, не размывается rich и не blacks, very искажается sharp по краям, contrast. как на всех This is a great фотоаппаратах shot of получается. water, a wave crashing on a rock. Look how fast this is. Look at that wave frozen in time. Ну as вот the говорит, splash is что hanging in midair. скорость успела сфотографировать, то есть кадры очень быстро фотографируют, что даже можно волну поймать с частичками и не смажется. Ну, красивые фотографии, конечно. Бокешка такая классная, аккуратная. A bad auto white balance setting would make this sort of a neutral gray and ruin the beautiful color, but not the iPhone 4S. So that's the camera system, Ну, цвета, all да, new крутые. inside the iPhone 4S, and it takes Не stunning выжженные, photos. самое главное, для последующей постобработки. Video recording. Да, Use видеозапись. that same camera system and all the things we've just talked about to take stunning HD video. Full HD. And for the first time, it is now 1080p HD video. Впервые было Just the показано Full resolution you HD. want. Ну, хотя в других смартфонах уже, по-моему, было во всем.
Они тогда так быстро перескочили. В iPhone 4 было 720, и сразу в iPhone 4s уже в Full HD. Да, видео Image Stabilization, ну типа стабилизация. Ну, конечно, такая себе. Это не оптическая стабилизация, которая есть сейчас. Это цифровая. Ну и подавление шумов. Сейчас будет показывать видео. We've made it into a home movie, so we've edited it with some sound and some cuts. But this is exactly the video quality you get out of the new iPhone 4S. Ну вот он говорит, что видео, которое не редактируют, просто добавили музыку и немножко подрезали. Ну, сейчас, конечно, если сравнить с каким-то 11 Pro, как они там презентовали это все, конечно, уже качество такое себе. For many customers, this iPhone 4S will be the best still camera they've ever owned, the best video camera they've ever owned. Ну, говорит, что iPhone 4S лучшая видеокамера, лучшая фотокамера, которую они делали. О, AirPlay. Да, крутая функция, что можно без проводов передавать музыку и видео. Ну, типа экран. Да-да-да, типа Apple TV можно использовать, чтобы видео передавать. Да, и фильмы, допустим, воспроизводить. Как пульт использовать. Ну и игры, получается. Тогда этого тоже не было. Казалось бы, всегда было. An Apple TV plug-in, maybe you're going to a friend's house, well, you can also just plug in an HDMI cable and do it over the wire. Да, типа, говорит, можно переходник купить, чтобы через HDMI подключать, если нету Apple TV. The new iPhone 4S, entirely new on the inside with an A5 chip that's unbelievable in performance. Сейчас Siri будут показывать. A great new wireless system with dual antennas that are automatically switched between them, and it's a world phone and twice as fast downloads. This incredible camera, 8 megapixel with all new optics, the A5 chip driving great ISP algorithms, a 1080p video camera built in. Ну, сейчас он просто по всем пробегается. AirPlay, wireless mirroring, and on top of all that, of course, comes with iOS 5, all the great software you've heard about there. And of course, it's now part of this amazing service called iCloud that lets us have all of our content wherever we are. So that's the iPhone 4S. It's the best iPhone yet. А лучший iPhone за все I время. haven't told you really the best feature of it. Да, и мы не рассказали вам про самую крутую функцию. It's a feature Крутую all функцию. about our voice. Да, функция наш голос. Because for decades, Десятилетиями technologists have teased us with технология this dream that you're going to be able to talk to technology and it'll do things for us. Haven't we seen this before over and over? But it never comes true. We have very limited что с capability. помощью голоса можно You было just бы learn a вводить десятилетиями, syntax, мечтали. call a name, dial a number, play a Что song. постоянно мы управляли It руками, is such a letdown. вводили. What we really want to do is just talk to our device. Ask a simple question. What's the weather going to be like today? And get a response. In fact, we don't want to be told how to talk to it. We want to talk to it any way we'd like. Someone else might ask, will it rain in Cupertino? Да, и мы не хотим Or is the weather говорить, going to get worse today? Or do I need an umbrella today? And your device какая in this погода case, your сегодня. Мы phone, хотим говорить, will figure мне out what нужен you need сегодня and зонтик help там, you get what есть you ли want дождь done. и так далее. That's a feature in the iPhone 4S we call Siri. Да, Siri. Siri is your intelligent assistant. Кстати, Джобс в одном из последних интервью он говорил, что они купили фирму, которая называлась Siri. How amazing the Siri technology is in the Я, iPhone кстати, 4S. скорее всего, буду переводить это This is a интервью. demo. But I'll start by saying this demo, of course, is a beta software. And
Probably one of the craziest things you could ever do is a voice recognition demo on stage in front of an audience. Ну вот сейчас говорит самая But you're going to like this so much that сумасшедшая we're going to штука. try and do it anyway. Блин, Фил So Шиллер what I'd на like to do самом is деле invite так Scott рьяно про Forstall это все back up to рассказывает give us a всегда. demo of Siri. Scott? Прям настолько горит всегда. Можно даже посмотреть его последнее интервью, когда он там с какими-то ютуберами I'm встречался. really excited to show you Siri. 12-й iPhone? Не, я не хочу. 11-й может быть. You can get to Siri at any time Не про just by обычный. holding down the home button for a couple seconds. Да, Then он говорит, Siri's что listening to чтобы you. включить So let's сейчас go ahead and ask Скотт Siri about Форрест, the weather. нужно подержать кнопку What домой. is the weather like today? Какая погода сегодня? Here's the forecast for today. Ну вот It is показывает. that easy. Это вот так просто говорит. Не пугайтесь, кстати, что 66 градусов написано, не по Фаренгейту Not only измеряют, did не it по Цельсию, как у understand нас. the words I said, it understands the meaning and it goes and gives me this weather forecast. But the exact words I say aren't important. It's the meaning behind the words. So I could ask this in a completely different way. Something like, what is the hourly forecast? Here's the weather for today. Again, different words, Ну, Siri говорит, что figures можно out the по-разному meaning. обращаться, You can а even ask результат, more собственно, один и тот же conceptual будет. questions. Things like, do I need a raincoat today? It sure looks like rain today. Ну вот он говорит, что рейнкот, ну я так понимаю, это какой-то дождевик. Типа говорит And она, you saw да, as you came in, it was raining, so it understands the Сегодня concept будет of дождь. raincoat and umbrella and other things, and it knows how that relates to weather and answers the question. So we've integrated in with weather, we've integrated in with all sorts of things. ну он говорит, что iOS. интегрировали So во let me go всем. and ask it a question using the clock. Something like, what time is it in Paris? Какое время в Париже? The time in Paris, France is 8:16 p.m. Ну и So again, показывает. it recognized the words, understood the meaning, and then comes back with this live clock ticking down the seconds, showing what time it is in Paris. But you can ask other questions like, Ну, let's say говорит, you что need to set an alarm clock. понимает, что вы Just что ask Siri. хотите узнать. Wake me up tomorrow at 6 a.m. Разбуди меня завтра в 7 утра. Okay, I set it for 6 Ой, в 6 a.m. утра. Ну и вот, она ставит It's that будильник. easy. Так, женщина почему в телефоне сидел? Again, we've Смотреть integrated за with lots of презентацией. things. We've integrated with the stocks, so you can ask it about the stock market. Something like, how is the NASDAQ doing today? Ну, сейчас он про акции там что-то спрашивает. NASDAQ NASDAQ. composite is down right now at 2,321.70. And again, you can ask this from the lock screen anywhere. Just press the button and ask. You can ask about the NASDAQ, the Dow, or any specific stock as well. We've also partnered with Yelp. And so you can ask questions about businesses or restaurants. Something like, Ну, вот он говорит, что интегрировал с find me a Yelp. great Greek Это такой restaurant в in Palo Штатах Alto. сервис для, ну, думаю, по Южному парку вы знаете, I found 14 для Greek оценки restaurants. ресторанов. 5 of Кстати, them are in ресторан Palo Alto. Балаклава. I've sorted them by rating. Он попросил вот найти греческий ресторан в Пало-Альто, получается. Now, I've been in the AI field for a long Ой, time, Баклава, and this still ресторан. blows me away. The fact that it Баклава. understands the words, the concepts, and even how now ranks it by Yelp's ordering. Он говорит, We've что also integrated it with отсортировало maps. So по you can just ask рейтингу. Siri for directions. Let's say I want to go to Hoover Tower on the Stanford campus. All I say is, give me directions to Hoover Tower. Да, Here are directions to Hoover проложи мне Tower. маршрут до Гувер Тауэр. So again, it всё. recognized what I meant. It found Hoover Tower, takes me right to maps, shows me the directions. You can even ask for things like, what's the traffic around here? Я вот на самом деле Now, не знаю, такое sometimes ощущение, как your будто phone подсматривает is во locked in your что-то. pocket, and you're in a hands-free environment, so you might have a Bluetooth headset on, and you receive a text message or an iMessage. Ну, and you сейчас hear будет it говорить, come что in, можно but сообщение it's вот in your pocket, отправлять and you don't want голосом to take it тоже. out of your pocket. Если вы, допустим, едете в So машине, у вас with гарнитура Siri, you can вставлена в just ухо. ask Siri to read it to you. So you can just press on that button on the Bluetooth headset. I'll simulate it by pressing the home button here, but this can all be done hands-free. And just ask Siri, read my message. Прочитай мое сообщение.
New message from Phil Schiller. Новое сообщение от Фила Шиллера. When can we have lunch? So it reads it hands-free to me. Типа, You can't reply. когда мы or пойдем на read it ланч. again. So before I reply, I think I want to have lunch on Friday. Hands-free now, I can just ask Siri about my calendar. I can ask it, do I have any meetings Friday at noon? Ну вот он рассказывает, что сейчас он будет You проверять, don't have anything on your а calendar если у for меня this встречи Friday в at 12 календаре в p.m. пятницу, Fantastic. So let me go в ahead and 12 reply to часов. Phil now that I can make it. Что круто, что он вот Reply, контекст I can do понимает. Friday. Here's your reply to Phil Schiller. Ну и вот он как раз говорит, что отправь, Ready что to я send it? I Я can смогу в respond with my пятницу. voice, or I just tap on the buttons. I'll go ahead and respond. Okay, всё, и он I'll send you a отправляет. message. Now you notice I said reply. I didn't say reply to Phil Schiller. Siri is following along the conversation. Ну и just говорит, like a что human does. я And говорю notice when I said отправь, а reply, не отправь I meant Филу Phil. Шиллеру, потому что он прекрасно Now понимает let me go контекст. ahead, again, all hands free, and schedule that lunch just by talking to my phone. Ну и говорит, я вот пошел Schedule lunch on Friday at noon with Phil Schiller. на ланч, Okay, даже не I set up your прикасаясь к meeting with телефону, Phil Schiller говоря for this только по Friday. УХЦ от гарнитуре. Are you ready for me to schedule it? Go ahead and confirm that. Okay, I scheduled your meeting with Phil Schiller for this Friday. Ну и все, вот Now, again, this is подтвердила. blow away. I had it read me my message, I checked my calendar, I dictated my response, and Я scheduled проверяю it all сообщения, hands-free just by я talking to my iPhone, just by talking записываю в to календарь, Siri. где But there's все more. делаю это голосом. Так, I told you- шутка. Чё? Way. I had it read me my message, I checked my calendar, I dictated my response, and scheduled it all hands-free just by talking to my iPhone, just by talking to Siri. But there's more. А, сейчас еще покажет. Чё I там? told you about the Reminders app earlier. The Reminders is integrated perfectly with Siri. So Ну, you can сейчас create a про reminder just like напоминание. this. Remind me to call my wife when I leave work. Напомни мне позвонить моей жене, когда я выйду с работы. Here's your reminder for when you leave work. Shall I create it? Sure, let's confirm that. Okay, I'll remind you. So again, in an Всё, earlier она говорит, я conversation, it asked me who my wife was, and now it Напомню, knows. напомню. And so I just say, remind me about my wife. It's now set up a geofence around work, in this case, Apple for me. When I leave Apple, it'll put up an alert reminding me to call my wife. It's amazing. Ну, говорит, We've что also интегрирован integrated настолько, it что она with web понимает, где я searches. теперь You can работаю, search things like и поэтому она Wikipedia будет just by talking to it. Let's автоматически say это you're делать, learning когда я about the покину space типа program, and Apple, you want to look up Neil Armstrong. Just take out your phone and когда ask выйду с Siri. работы. Search Wikipedia for Neil Armstrong. Найди в Википедии Нила Армстронг. Searching for Neil Armstrong. Ну, вот она лезет в браузер и So ищет again, Википедию. it's that fast to look something up. It takes me right to Safari, И right так to the быстро. article in Wikipedia. Now, we've also partnered with Wolfram Alpha, and they have all sorts of information you can ask questions about. In fact, they have an entire Ну, вот он dictionary говорит, built что in. можно задавать теперь So так now, to вопросы. define a word, it's as easy as asking Siri to define it. Like this. Define mitosis. Let me think about that. I found this for you. Mitosis, cell division in which the Ну, вот он nucleus говорит, divides типа, into расскажи, что nuclei такое containing the same number of chromosomes. митосис. Again, it is that Я не easy знаю, now to что look это за anything слово. up in a dictionary. You just ask your personal assistant, Siri. Now let's say you're off in Europe and you see something and it costs 45 euros. And you're wondering, well, how many dollars is that? Well, just ask Siri. How many dollars is 45 euros? Ну вот сейчас конвертер еще тут же. Что, типа, сколько Let me долларов check on 45 that. евро. This might answer your question. So what Siri does is it goes, it looks out, figures out the current exchange rate and tells me that 45 euros is $59.59 right now. It even gives me a history of the exchange rates and, for extra measure, translates it into a number of other Ну и currencies другие, as well. получается. Вот можно посмотреть, кстати, Now, сколько one of my было. favorite things is, sometimes your 45 kids will ask, how many days is it until my birthday? Евро это How было many days is it until 1950 Christmas? рублей. And it's not an easy thing to calculate, but now you just ask your phone, like this. How many days are there until Christmas? Да, сколько дней осталось до Рождества. Let me check on that. I found this for you.
82 days until Christmas. 82 Get дня. shopping. So, Так, что он там пошутил? Let me check on that. I found this for you. 82 days until Christmas. Get shopping. So, it's just Блин, я that не понял. easy. You can ask so many questions of Siri. Now, you can't ask everything, and it's not perfect, but there's so much you can ask it that we decided to build a guide right into the user interface, so it's quick and easy for you to see what kind Ну, of сейчас questions you can рассказывают, ask. что они So when you сделали hold down the подсказку. button, the Siri UI comes up. There's an I button, an information button on the right-hand side. Что там Tap кнопочка on that to такая build- I, bring up the guide. на Let me нее go ahead and show you нажимаешь, that. и он типа So press and hold. Tap on the I button. Now показывает, что here's вот all the sorts of things you can do подсказка with ему Siri. You вылазит, can когда на voice dial, кнопку на so эту call нажимаешь. someone just by saying their name. You can control your music. You can control playing, an artist or an album, but now you can also play any song you want, including any song you might Теперь have on может iTunes in the cloud, download it and воспроизводить start playing it for песню you. Or even a genre, you can say, по please жанрам даже. play some rap music for me, play some classical music, and it'll automatically start playing that for you. You can use it for messages, Ну, отправка send and сообщений, receive text messages, диктовка там и так далее. iMessages. You can manage your calendar now with your voice, schedule meetings, check on meetings, move meetings around, cancel meetings, all just with your Календарь, voice. It's напоминания, integrated in with reminders, as you saw, and with maps. карты, You can ask for traffic and сообщения, directions, электронной почты, email. погода, You акции. can compose Ну, and на самом деле dictate сейчас не сильно emails все поменялось right тоже. to Siri. You can ask questions about the weather and about stocks. With a clock, there's a lot of things you can do. In addition to things like the alarm clock, you can set timers. So let's say you Да, stick можно something in the таймеры oven, you're ставить. going to bake it and need to take it out in 30 minutes. Just take your phone and ask Siri to set a Привет, timer for 30 Ахмат Вайт. minutes and you're done. You can look up things for Чё, купил contacts, you телефон? can create notes, you can search the Ты web, вроде you STR can search скидывал. Wikipedia, and all the other questions you can ask of Wolfram Alpha. It is absolutely blow away. Now you might ask, well, who is Siri? Let's just ask. Who are you? Кто ты? Спрашивает. I am a humble personal assistant. Он говорит, что я крутой персональный ассистент. And that is Siri. 10R Siri is на your 128, humble, Ростет за intelligent 34. Ну, поздравляю, что могу сказать. that goes everywhere with you and can do things for you just by you asking. По каким дням стримы? Да знаешь, тут я когда как, но в основном я в субботу стараюсь стримить всегда. Thanks, Scott. Ну, сейчас вот And that видишь. is the coolest feature of the new iPhone 4S. Сейчас In решил addition немножко to постримить. controlling Вообще в with субботу, your конечно, voice and вечером. getting things back, Я обычно information, анонсы as Scott делаю. showed you, it goes further. Siri also does Рассказываю, dictation. как iPhone работает, So интересно. now anywhere you see a keyboard in an application, you'll see a microphone on the iPhone 4S. You can Ну, tap говорит, on it, теперь вот можно get a simple микрофон user использовать interface for now, в клавиатуре. starting to talk to Siri. When you're done with your passage, you tap done, sends it up to our server, and in a blink of an eye, it comes back with your text. It's that simple and that deeply integrated into the На самом деле system. довольно дешево, за Siri, 34, это You капец. can speak with your natural language. It's conversational. It Я теперь understands надеюсь, что десятку context of смогу за things you're talking 34 about взять. as you're following along. It's personal in that it's amazing right out of the Он box, говорит, but it что actually even gets better natural as you use it. It learns your language, voice. натуральный As you've seen, голос, it's built in with many of our applications. conversational. Ну, It понятно, adds что типа dictation диалог есть, anywhere there's a контекст keyboard, понимает And персональный, there's software in the iPhone работает с 4S, другими and there's приложениями, software in our data center making this all и happen. диктейшн And this повсюду, works across Wi-Fi и работает as с well as 3G и 3G. Wi-Fi. When we launch the Ну, iPhone LTE, 4S, it'll be соответственно. built in. Да, вот With он говорит, support что for на English, английском сделали, French, на and французском и на German. And as немецком. we've said, it А will be русский beta at добавят the там вообще start. хрен знает, когда в We'll see iPhone how great 6s, it is по-моему, already. только. By beta, we mean Насколько we'll я add помню. more languages over time and more services over time as well. So that's Siri. And now you understand all that's new Короче, inside the Аргентум, iPhone приходи 4S. в A whole субботу. new chip. Да, у Great меня new antenna system MacBook with these тот dual же, antennas, and it's a world который phone, видео делал faster. 2013 года. Incredible new 8-megapixel camera Я with что all new сразу не optics. ответил. The 1080p HD video camera. Вот, собственно, с него AirPlay, стримлю. everything about iOS 5. Даже кулера All удивительно the не amazing работает. capabilities of iCloud. And Да, now Siri. вообще не работает We're нисколько. really excited about the iPhone 4S. And to help customers learn about it,
we've created a video. I'd Ну, like to сейчас play that for you видео. now. Ахмат, рассказывай, как iPhone работает. iPhone 4 was groundbreaking. It's one of the best products we've ever designed, and it's gone on to become the #1 smartphone in the world. So we had this challenge. How do you improve on something that's so extraordinary? Well, with iPhone 4S, we did exactly that. By taking this amazing design and completely rethinking the inside. Не знаю, стоит We started переводить. by adding the dual-core Все, в A5 принципе, chip, понятно. Сейчас расхваливают все то же самое, про что и говорили. Then we completely redesigned Процессор the camera, опять, который в 2 which раза not быстрее, only чем has iPhone 8 4. megapixels, but all new optics. iPhone 4S Новая also оптика comes в with камерах. iOS 5 with over 200 new iOS features 5. and iCloud. And now we're introducing Siri. How can I help you? Siri is a whole new way of interacting with your iPhone using just your voice. Жалко, на самом деле, то, что Скотт Форстелл, конечно, ушел. Интересно, какие у них там разногласия были. This amazing assistant that listens to you, understands you, can answer your questions, and can even accomplish tasks for you. Move my meeting with Kelly Alltech. Вот этот чувак, это же, по-моему, актер какой-то. Где-то я его видел в каком-то фильме. Интересно. Move it to 2. A lot of devices can recognize the words you say, but the ability to understand what you mean and act on it, that's the breakthrough with Siri. Read me my text. New message from Tony Rivas. Are you going to the party? Reply. Yeah, I'll meet you there. Remind me to grab the present when I get home. Here's your reminder for when you get home. It completely changes the way you think about what a phone can do for you. One of the biggest advances for the iPhone 4S is in its performance. Этот чувак, по-моему, It тоже не uses the работает same уже. powerful dual-core A5 chip that's in iPad 2. With 2 processors handling the workload, it really makes a big difference. Apps will launch and run faster. Graphics can render up to 7 times quicker, making gameplay a lot better. And in Safari, web pages will load up to twice as fast. And it's the world's first phone to intelligently switch between 2 antennas to transmit and receive calls. iPhone 4S is now a world phone, so both переключается GSM and автоматически между CDMA антеннами. customers can roam worldwide on GSM networks. iPhone 4S also has an all-new 8-megapixel camera, which dramatically increases the amount of detail in your photos. But the quality of a photograph isn't just about megapixels. The optics of the camera are just as crucial, and we've made significant improvements here. We increased the size of the aperture to let more light in. We added a 5th lens, which gives you a sharper image overall. And the new sensor is designed to capture more light within each pixel, so you get far sharper photos with more detail and more accurate color. When you see the quality of the photos you get from this camera, it's hard to believe they came from a mobile phone. We also know people love to shoot video on their iPhone, so we've made some big advancements here too. iPhone 4S records 1080p HD video at 30 frames per second. Plus, the gyro, along with the incredible new software, will stabilize your video as you shoot it. This will make your videos look a lot smoother. We've taken what was already an amazing camera and made it even better. Now with face detection, the camera is smart enough to know whether you're taking a portrait or a group shot and automatically focus and expose for either. You get quicker access to your camera right from the lock screen. You can use the volume button to take a photo, and then you can crop, enhance, and edit your photo right on your iPhone. iOS 5 gives you over 200 other new and improved features, including YouTube notification отвалился, как center, обычно. iMessage, and reminders. Так что теперь на iPhone Твиче 4S только also нормальная comes with трансляция iCloud. останется. iCloud stores your music, photos, apps, mail, contacts, calendars, documents, and more, and wirelessly pushes your content to your devices automatically. With iCloud, you don't have to do anything. It just works. We've thought through every square millimeter of what's inside the iPhone 4S. With the new dual-core A5 chip, it's so much faster. The new camera is incredible. It comes with iOS 5 and iCloud. And with Siri, your iPhone can do things no other phone has ever done. iPhone 4S is the most amazing iPhone yet. Все.
Ну все, сейчас Тим Кук выходит и все. В принципе. So that's the iPhone 4S. It comes in black and white. 16 gigabytes for $199. Да, вот эти ценники, им не надо верить, потому что это вместе с двухлетним контрактом. То есть с оператором. То есть вам еще 2 года придется на операторе сидеть и пользоваться. iPhone не стоит $200. Да, и тут типа 3GS вообще $50 стоит с 2-годовым контрактом. Он сейчас скажет, что он вообще бесплатный будет. Will now be available in black and white in one configuration, 8 gigabytes for just $99. The iPhone 3GS available with 8 gigabytes. Да, бесплатно, типа. Ну, на самом деле не бесплатно. Вам 2 года придется сидеть на операторе. So now look at this lineup. An 8 gigabyte iPhone 3GS for free, an iPhone 4 at just $99, and the brand new iPhone 4S at $199. Жалко, конечно, что нормальную стоимость не показывают. Something fantastic, the best phones at each price point in the entire Без контракта. The iPhone 4S pre-orders will start on the 7th, Ну, тоже, наверное, сейчас, как сейчас, наверное, долларов 600-700. On October 14th, a week from Friday. So on October 14th, we'll see it come out in the United States, Canada, Australia, the UK, France, Germany, and Japan. In the US, of course, we're available with AT&T, our long-term partner, and with our great new partner Verizon, and for the first time on Sprint as well. Japan, of course, will be available with SoftBank, our great partner there, and also for the first time KDDI. Ну, он сейчас говорит тут про операторов, которые поддерживают такие продажи. Ничего сильно интересного. Ну, отстан вторые страны. И потом в конце года полный запуск во все страны. В России, конечно, только в самом конце. Pretty incredible, isn't it? Let's review today's announcements. iOS 5, the world's most advanced mobile operating system now with 200 new features. iCloud, a breakthrough set of free cloud services iOS 5, iCloud, wirelessly and seamlessly. iPhone 4S, the 4S, most amazing iPhone ever. Самый крутой iPhone. Двухъядерный процессор опять, Full HD видеозапись и новая камера с крутой оптикой. И крутая штука, которую мы называем Siri. Когда вы смотрите на все это, это лидер индустрии. Фантастично для нас. Нужно смотреть, что инженеры, что это все делают инженеры. Когда мы думаем о этом, то, что мы делаем, только крутые продукты и сервисы, I am so incredibly proud of this company. Он говорит, что горжусь этой компанией и всеми командами, которые работали усиленно для всех этих инноваций, которые мы сегодня видели в реальности. Спасибо всем, спасибо прессе и спасибо специальным гостям. Ну, собственно, вот и все. YouTube, как обычно, отвалился.
не записалось, микрофон был выключенный. Собственно, всем спасибо, кто будет смотреть записи, и всем пока. Пока-пока-пока.